Вас приветствует компания Darkson. И сегодня мы с вами рассмотрим вариант электронного тормоза на основе реле времени. Вот реле времени. И вот если у вас по каким-то, неважно по каким причинам, либо конструкция станка не подразумевает установку тормоза на шаговый двигатель по оси Z, либо по каким-то еще причинам, это не так важно, у вас нельзя. Вот это неплохой вариант. Он компактный, он не сильно изнашивается. Тормоз просто механически изнашивается, да, сам тормоз. А реле времени, она ограничивание только периодом, временем, ресурсом даже срабатывания этих самого модуля реле. А их там 1010, наверное, 10 тысяч срабатываний, или больше. По-моему, 10 тысяч срабатываний у них. В общем, кому интересно, сколько она срабатывает, ссылочку на модуль времени, на реле времени FRM02, если что, я приложу в описании. Интересуйтесь, там есть прям здоровенная инструкция, которую, разумеется, я целиком не читал. Для чего, в принципе, нужен тормоз на оси Z? Вот вы, весь такой себя молодец, закончили работу, нажали на выключение и пошли по своим делам. А ось за это время такая, пойду-ка я опускаться вниз, и сломаю тебе нахрен фрезу, что-нибудь еще тебя поломаю заодно. Это называется падение оси Z. Чтобы такого не происходило, люди устанавливают специальный модуль тормоза на шаговый двигатель, который тормозит ось Z при выключении. Либо такой вариант. Если вдруг у вас не получилось, не лезет тормоз, дорогой тормоз, эта фигня, кстати, почти в 7 раз дешевле, чем тормоз. Вот такое интересное решение. Плюс этого решения – это экономия места, простота в установке, гибкость настройки и нет механического износа. Так как все-таки тормоз, он механически изнашивается. Да, ресурс мы не замеряли, но тем не менее. Минусы. Тут может потребоваться источник питания. Может потребоваться источник питания, но на тормоз он потребуется 100 пудов. Думайте сами. Как подключается, в принципе, это решение, как его собрать? Реле времени ставится, грубо говоря, в разрез между шаговым двигателем и драйвером шагового двигателя. И работает она путем замыкания обмоток шагового двигателя. Как это, в принципе, происходит и как это работает, у нас есть целая серия видео, как работает шаговый двигатель. Вот здесь будет ссылочка, кому интересно, что будет с шаговым двигателем, когда обмотки перемыкаются, и так далее и тому подобное. Переходите, будем смотреть. Есть особенности такого метода. Самое главное в таком методе – это правильно настроить время срабатывания реле времени, включения и выключения. Есть процесс инициализации драйвера. Если реле не попадает в этот процесс, не синхронизирован с процессом инициализации драйвера, то драйвер идет в ошибку. И все. И вам нужно подобрать такое время, чтобы реле отпустило шаговый двигатель тогда, когда драйвер ее хватать начинает. Нужно работать синхронно. То есть реле отпускает, драйвер сразу хватает. Драйвер отпускает, реле хватает. Так это должно работать. Методом проб, ошибок, почитайте документацию драйвера и настраивайте. Мы вам покажем, как настраивается реле времени. Даже инструкцию приложим и схему приложим, как это работает. Настраиваем реле времени. Включаем питание. Здесь сейчас происходит переключение заводских настроек. Нам нужно на первом реле настроить режим 10. Делаем это следующим образом. Долго зажимаем кнопку Set. И клавишами нам плюс, нам минус выставляем десятку. Switch — это переключение регистров. Здесь нам нужен 0. Здесь нам нужна единица. Выставили режим 10. Теперь жмем кнопку Set коротко. Здесь нам нужно настроить время после отключения питания. Установим 1 секунду. Дальнейшие настройки нам не важны, какие будут стоять. Жмем долго Set. На одном реле у нас выставлен режим 10. Выставим на другом. Опять жмем долго Set. Переключателем SV1 вставляем второе реле, и тут таким же образом выставляем режим 10. Клавишами нам минус, нам плюс.
Выставили, жмем Set. Устанавливаем также 1 секунду, чтобы время у нас было синхронизировано на обеих релюшках. Вставляем 1 секунду. Ну, дальнейшие настройки нам также не важны. Главное, верхняя настройка и T1. Жмем долго Set. Теперь у нас обе релюшки срабатывают при подаче питания. После настройки подаем питание сначала на одно реле, оно тут же активируется. Затем убираем, и по истечении секунды оно выключается. Та же самая ситуация со вторым реле. При подаче питания релюшка активируется, и по истечении секунды после убирания отключается. Реле времени настроено. Подключаем модуль реле времени. Подключаем питание 5 вольт от источника питания. Я думал, ты как-то двигать хочешь. Затем на колодку подключаем сигналы срабатывания через резисторы Не тыкать часто. от блока питания драйвера. А где он? Нигде, я их подключил к другому месту, неважно. К выводам реле подключаем 2 провода одной фазы двигателя и 2 провода другой фазы двигателя. Так, чтобы при включении реле они замыкались. При отключении питания размыкались. Даш. Да, давай. Раз, два, три. Проверили решение, решение работает. В шаговый двигатель размером фланс так до 86-го держит 100%, если у вас правильная конструкция станка. Больше не пробовали. Не будем гарантировать прям 100%, но до 86-го фланса точно держит OSZ, никуда она не денется. Обмотки перемыкаются, движок держит. Если у вас правильная конструкция станка, будете больше держать. Какие еще вы знаете методы крепления оси Z? Давайте только не говорите, что серву поставить, ну, давайте без этого. Если у вас вот, нет места поставить тормоз, нет, что делать? Палкой подпирать? Мы подпирали. Потом решили, что в 7 раз дешевле поставить реле времени, настроить его, чем купить тормоз поставить. Даже вопрос не денег, а места, не можете поставить. Ну что тебе, менять конструкцию станка? Нет. Как вы еще решали эти проблемы? Интересно пообсуждать. А с вами была компания Darkson. Выбирайте правильные комплектующие, собирайте станки с первого раза. До новых встреч.